города Киева. Так, через призму времени и цифр попробуем вместе с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Киева, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Alim Consulting. Итак, начнем, друзья, от общего. Помните, был такой персонаж Шерлок Холмс, он применял в своих исследованиях метод дедукции. Для тех, кто не знает, объясню. Это когда от общего переходит к частному. То есть сначала должна быть понятна вся картинка, а потом уже мы декомпозируем эту картинку до частного. Вот это называется метод дедукции, и это научный метод, друзья, кто не знал. Также есть метод индукции, который от частного идет к общему. Но я применяю метод дедукции, друзья. Уж не обессудьте, да, я не Шерлок Холмс, я занимаюсь наукой, я достаточно много применяю научной методологии в своих исследованиях. Итак, сейчас мы говорим о том, что в целом произошло по городу Киеву, то есть это сводные, укрупненные данные. Начинаем с того, что население 2 миллиона 950 тысяч это довоенное. Сейчас я предполагаю, что порядка 3 миллионов, чуть больше живет в Киеве людей. И это реально. Почему? Потому что люди со всех областей попереезжали в город Киев. Я когда еще жил в городе Киеве, я просто наблюдал это и по машинам, и по количеству людей большому, которое присутствовало на улицах, в общественном транспорте и так далее. Количество предложений, друзья, вот это ключевое, видите, предложения, не продажи, а предложения. То есть я мониторю рынок недвижимости через предложения. Это ваши, друзья, предложения, которые вы выставляете для продажи. У квартиры в объявлениях пишете. Ну, в данном случае мы говорим о квартирах. И вот представьте себе рядового риэлтора, который мог бы промониторить цифры, видите, 65 тысяч 890 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок попали в выборку. Да это даже самый умный риэлтор, даже несколько агентств недвижимости, которые состоят из самых умных, продвинутых риэлторов, не в состоянии это сделать. Это просто нереально работать с такими большими цифрами. Поэтому это, если говорить таким сухим языком научным, это репрезентативная выборка, то есть количество объектов, они однородные, еще раз напомню, однородные, это по классам разбиты. Многие риэлторы просто не знают, что такое классификация рынка недвижимости. Поэтому видим, что количество предложений за апрель месяц выросло по отношению к марту всего лишь на 0,5%. Немного, но все-таки положительная динамика. Переходим к следующему показателю – социальное жилье. Это стоимостной показатель. Еще раз, стоимость и цена – это разные дефиниции. То есть я говорю о предложениях и предполагаю, что это рыночная стоимость. Как я это все считаю? Пожалуйста, в описании первая ссылка оставлю, найдете, посмотрите. То есть там много методологии, это будет неинтересно просто в этом видео, хотя и так уже много даю методологии. Итак, социальное жилье подешевело на 0,19% за месяц. Это вторичный рынок. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс подешевели на 0,14% за месяц. Напомню вам, друзья, с февраля месяца мы стали наблюдать, что правильно снижение стоимости квадратного метра, как я, собственно, и говорил полгода назад. Почему? Потому что весь 2025 год недвижимость росла в своей стоимости. Причем вся недвижимость, и коммерческая, и жилая. И это была аномалия. Почему? Да потому что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики, а макроэкономические показатели, если кто интересуется этим, да, вы зайдите, посмотрите, открытые данные есть. Там просто, все очень плохо, реально очень плохо, если сравнивать, естественно, 4-й год войны, 2026 год, с довоенным периодом. Тогда все станет понятно. Поэтому не может, когда экономика разрушена, рынок недвижимости расти в своей стоимости. Да, колебательные процессы могут происходить, но не больше, не меньше. Итак, давайте еще раз повторю, что эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, подешевел на 0,14%.
Теперь, друзья, мы переходим к аренде. Средняя аренда, социальное жилье. В выборку попали одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Период сравнения уже не месяц к месяцу, а квартал, видим четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года. И здесь, друзья, кто понимает, внимание, мы впервые весь год 2025 прошедший мы видели рост стоимости аренды. А здесь впервые в марте месяце мы зафиксировали за квартал, что незначительное снижение аренды на минус 1,75%. Переходим к следующему сегменту рынка недвижимости. Это первичный рынок, квартиры, не сданные в эксплуатацию. То есть это всего лишь, так сказать, бумага, инвестиционный договор, где вы заплатили деньги и ждете, когда будет сдана в эксплуатацию квартира или же не будет сдана. Итак, мы видим, что в данном сегменте квартиры эконом-класс выросли за месяц плюс 0,24%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс снижение минус 0,12%. Ну и первичный рынок элитный класс снижение минус 0,07%. Так, друзья, подводя итоги, мы что видим, что, обращайте на эту табличку внимание, что все практически классы рынка недвижимости, как первичный, так и вторичный, показали динамику снижения, за исключением эконом-класса, это первичный рынок. А вот теперь, друзья, переходим уже от обобщенного